Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Plants World. И сегодня у нас будет подробное видео о новой подкормке, которой еще ни разу не было на этом канале, натуральной и очень важной для внесения весной и летом. Ее лучше всего будет вносить. Это вам заранее уже спойлер про частоту использования. В общем, друзья, начинаем, но перед этим, пожалуйста, оцените это видео, чтобы больше людей узнали про этот важный, полезный рецепт, и поделитесь этим видео с друзьями. Это очень-очень важно. Очень благодарен всем, кто это сделал. Начинаем наше видео. Меня очень часто зрители спрашивают, подходит ли удобрение из моих видео для разных комнатных растений. Не только для спатифилума, как я это показываю в большинстве своих видео, но и для, например, орхидей, антуриума и многих-многих других комнатных распространенных растений. И ответ, конечно же, не для всех удобрений один. Некоторые стоит использовать именно для спатифилума, как я показываю. Если я показываю именно для этого растения, то дозировка, по крайней мере, должна быть именно такой для конкретного растения. То есть каждому растению нужна своя дозировка. Но в целом все мои средства из всех видео подходят для абсолютного большинства комнатных растений. То есть и для орхидеи, и для антуриума, и для спатифилума, для герани, змеокулькаса и так далее. То есть для всех наших любимых растений все это подходит. Но дозировка будет отличаться, и частота внесения, конечно, будет разной, потому что попросту одно растение может впитать эти питательные вещества раз в неделю, можно его подкармливать, и оно будет замечательно показывать результат, это подкормка, а другое растение просто не может выдержать столько много питательных веществ в себя впитать. Ему не нужно столько их. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, эти удобрения для всех подходят, но рекомендую вам тестировать постепенно. Если я не рассказываю о конкретной дозировке для конкретного растения, а я ведь рассказываю обычно только для одного, то вы сами должны понимать, что каждому растению нужна своя дозировка. Сегодняшнее средство не исключение, оно подходит для любого цветка абсолютно. Это первый ингредиент, сейчас вы его видите, это обыкновенный кухонный рис, самый простой белый рис, который продается в любом абсолютно магазине и есть у нас дома 100%. Берем теперь пол-литра, у меня даже тут меньше воды, просто в банке, неважно, здесь не такая важность сейчас, чтобы здесь было конкретное количество воды, и теперь засыпаем сюда 3 чайных ложки риса. Просто засыпаем их в обычную холодную воду. Желательно, конечно, чтобы она была чистая. Не брать воду просто с-под крана, лучше всего с фильтра. Кипяченая вода также будет ужасна. Она еще даже, я считаю, хуже, чем вода просто с-под крана. Так что лучше, если всего, если у вас есть фильтр дома. Так что вот такая вот ситуация. Теперь посмотрите, как поменялся цвет воды. Размешиваем аккуратно. И видим, как сразу мелкие частички риса, малюсенькие, микроскопические, поменяли цвет воды. Это говорит о том, что наше средство начинает уже подготавливаться, первая его часть. Собственно, получили то, что нам нужно. Далее рекомендую, и это очень тоже будет актуально для этой подкормки. Вторая часть — это сахар. Обычный наш сахар, ничего сверхъестественного. Также все очень доступно. Специально такие и выбрал я вещества для этой подкормки. Максимально, чтобы много людей могло их использовать. Теперь просто одну чайную ложку, без фанатизма, без больших каких-то дозировок, потому что сахар, мы все знаем, что это глюкоза, это очень полезно для нашего роста, наших растений, они должны сразу оправиться, воспрянуть, довольно быстрые должны быть от сахара у нас показательные такие результаты, и это все сейчас хорошенько перемешиваем, замешиваем с нашим рисом до полного растворения сахара. Хорошо, надо это все перемешать. Сахар, он вообще, с учетом того, что будем еще, это, конечно же, наше средство разводить в воде, это, конечно, немного, чайная ложка сахара, совсем немного. Многим растениям нужно гораздо больше, чтобы, если использовать сахар просто, сольно, без второго элемента, но так как у нас, во-первых, здесь сразу два ингредиента, мы здесь сахар будем использовать на более второстепенной роли, можно так сказать. Теперь все процеживаем.
через обычное сито, процеживаем, чтобы никакой рис туда не попал. Я когда-то, когда начинал еще готовить подкормки, этим пренебрегал моментом, но очень быстро понял, что не стоит этого делать, мягко говоря, потому что каждая вот эта вот частичка, даже риса, и не говоря уже о чем-то другом, таком как, например, банановая кожура или что-то еще, более такой подверженной гниению, это просто ужас, что может произойти. Потом с грунтом начинается плесень, могут появиться всякие вредители этим питаться, так что ни в коем случае хорошенько все процеживайте и не оставляйте. Теперь покажу на орхидее наше средство сегодняшнее. Этой моей орхидее явно нужно много внимания. Я, конечно, с орхидеями опыта имею очень мало, поэтому кто понимает, что здесь нужно исправить, можете написать в комментариях, кто вот так может понять, если вдруг это возможно. Но она чувствует себя сейчас уже получше, конечно, чем раньше. У нее даже там, потом покажу вам сейчас, появились новые, начинаются корни появляться, так что растение, надеюсь, это восстановится. Но старые листики выглядят не самым красивым образом, так как раньше она у меня росла в очень, скажем так, не самых идеальных условиях. После покупки она была посажена в довольно неправильный грунт, она там плохо была даже закреплена элементарно и не могла нормально даже получать воду. Конечно, можно было бы полить ее сейчас, просто поставив в поддон, можно сделать и так, но периодически поливать можно и через верх. А эту подкормку можно вносить не только одним способом, но есть нюансы. Есть нюансы, о которых сейчас мы с вами все это обсудим. Ею можно протирать и листики. Это тоже будет очень полезно. Орхидеи, да и очень многие растения впитывают питательные вещества, в том числе через листья, не только через корни. И мы этим сейчас с вами воспользуемся. Есть, правда, нюанс, что после этого, когда высохнет наш на листьях раствор, часть впитается, часть высохнет и останутся, скорее всего, такие липкие разводы, но не переживать здесь не стоит, это не проблема, если мы это все просто на следующий день обычным опрыскивателем смоем, это все прекрасно удалится, я это уже на самом деле сделал, так как видео я это записал раньше, сейчас озвучиваю его уже после того, как прошел уже один день. Еще может возникнуть логичное довольно опасение. Вот, кстати, там вот только что вам показывал, появляться начинает новый воздушный корень. Какое же опасение может возникнуть? То, что сахар может привлечь всяких мошек, всяких вредителей. Это отчасти даже так, вот что я вам скажу. Но у нас, во-первых, в домашних условиях этот цветок мы не будем опрыскивать огородные растения, которые находятся на улице, где все эти, собственно, обитают существа вредоносные. Но хотя там тоже это применяется активно, но суть не в этом. Мы сейчас про комнатные растения говорим. Вероятность очень мала, но с листиков мы уберем весь этот сахар, оставшийся на следующий день. И тогда все, я думаю, будет отлично, если не перебарщивать с этим сахаром, не насыпать горсти в полив этого сахара, то все будет хорошо, но я знаю, есть у людей, у некоторых такие опасения, они довольно логичны. Ну, собственно, вот я про это вам тоже рассказал уже. Также можно в опрыскиватель, конечно, это все погрузить. Мы сейчас третий способ этот с вами и применим. Просто все это сюда наливаем. И у нас будет очень удобный способ для опрыскивания того же спатифилума, что мы сейчас с вами и сделаем. Потому что ватным диском можно протереть орхидею, так как ее не стоит опрыскивать особенно скрупулезно. Ее стоит с этим не перебарщивать. Особенно главное, чтобы вода не попадала у нас к ножке орхидеи в центр. То есть не затекала и там не оставалась. Потому что листья у нее такой формы, что это довольно опасно. Это может спровоцировать даже гниль. А вот со спатифилумом и другими многими очень растениями все проще, просто опрыскиваем их. Друзья, можете посмотреть вот это вот мое прошлое видео, оно тоже очень интересное и полезное. Спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро.